Привет, друзья природы и те, кто заботится о благополучии животного мира. Сегодня я хочу поделиться с вами удивительной историей, которая произошла несколько месяцев назад. В тот яркий день я отправился на природную прогулку, вооружившись камерой. Моя цель была проста – запечатлеть великолепие природы, раскинувшейся у берегов Средиземного моря. Прогуливаясь по песчаным дюнам, я пытался не нарушать покой местных обитателей песков. Казалось, что это будет еще один чудесный день, наполненный солнцем и радостью. Но я даже не представлял, какую невероятную встречу уготовила мне судьба. Медленными шагами я прокладывал путь по песчаным барханам. Камера смартфона в руках, готовая запечатлеть моменты, которые предлагала мне природа. Жуки и паучки встревоженно скрывались от меня, ощущая мое близкое присутствие, а ящерица бросилась на пути, вскоре исчезнув в своем укрытии. И вдруг я обнаружил маленькую черепашку. Она лежала на спине, беспомощно шевеля своими лапками, словно молила о помощи своими нежными глазками. Это был тот момент, когда мое сердце не могло остаться равнодушным. Я осторожно поднял черепашку на руки, ее панцирь нагрелся от солнца и был теплым, я бы сказал, даже горячим, а в глазах маленькой черепахи звучали молитвы и надежда. Я попытался помочь ей вернуться на ноги и положил ее обратно на песок, в надежде, что она сама почувствует, что нашла дорогу домой. Но вместо того, чтобы двигаться, она осталась лежать на месте. Это было явным знаком того, что она провела слишком много времени под палящим солнцем в этом необычном положении. Тяжело было представить, сколько времени она провела беспомощной и одинокой, и у нее было мало сил и энергии. Осторожно я поднял ее с земли и увидел, как маленькие лапки разомкнулись и начали двигаться, словно она хотела поблагодарить за спасение. Этот момент стал началом нашей неожиданной истории, которая превратилась в настоящее приключение. Не зная, сколько времени пройдет до ее полного выздоровления, я решил взять ее с собой и дать ей все то, в чем она так сильно нуждалась – внимание, заботу и надежду. Ведь именно в такие моменты природа напоминает нам о важности сострадания и дарения своей заботы тем, кто в этом нуждается. По возвращении домой наша маленькая черепашка была встречена радостными возгласами, особенно детьми, которым она невероятно понравилась. Я вкратце рассказал о том, что произошло в песках, и объяснил детям, что черепашка теперь временно стала членом нашей семьи, чтобы набраться сил. О наших будущих планах по отношению к ней мы решили подумать позже. Но сначала ей нужно было освежиться. Мои руки осторожно держали это маленькое создание, пока ее золотистый панцирь медленно омывался водой. Этот процесс был одновременно забавным и милым, потому что черепашка, несмотря на свою неуклюжесть, оставалась предельно осторожной. Похоже, она чувствовала, что мы ее опора и защита в этот непривычный момент. Слегка высушив эту маленькую путешественницу, мы решили позаботиться о ее питании. Нашей задачей стало выяснить, какие кулинарные предпочтения у нашей новой подруги. Первым выбором была капуста, но оказалось, что черепашка была искусным гурманом, и даже наша самая изысканная капуста не смогла заинтересовать ее. Мы пробовали предложить ей яблоки, груши, даже арбуз, внимательно следя за ее реакцией, но она отвергала их, словно говоря «спасибо, но нет». Наши эксперименты достигли своего апогея, когда мы предложили ей укроп, кинзу и петрушку, но она с уверенностью отвернулась и продолжила свой бойкот. С каждым днем наша забота о черепахе углублялась. Тем не менее, ее аппетит оставался настоящей загадкой. Мы тщательно испытали разные виды корма и лакомств, но она оставалась непоколебимой. Видимо, наша маленькая подопытная предпочитала придерживаться своего голодного принципа. Хотя мы были обеспокоены ее аппетитом, мы также понимали, что важно дать ей пространство и время на адаптацию. Мы надеялись, что в ближайшее время она найдет свои вкусовые предпочтения и насытит свой голод. Со временем мы стали свидетелями удивительных моментов. Например, она начала исследовать свое новое местоположение с таким азартом, будто была путешественницей в неизведанных морских глубинах. Она обследовала каждый угол нашей квартиры, вероятно, искала место для своего нового пристанища. Прошло 3 недели, и вот произошло настоящее чудо. Наша малышка начала проявлять интерес к удивительному миру еды.
Это мгновение было полно волнения и радости, ведь мы наблюдали, как она медленно, но верно раскрывает перед собой новые вкусы. Первым, что ей пришлось по вкусу, были сочные листья салата, которые она принимала с аппетитом. Мы не могли не улыбаться, понимая, что наша маленькая подопытная начинает восстанавливать свои силы. С каждым проходящим днем ее интерес к разнообразной зелени и свежим фруктам нарастал, и мы с радостью проводили кулинарные эксперименты, предлагая ей разнообразные варианты пищи. Медленно, но неизменно, она приходила в форму, и ее аппетит становился заметно крепче. В течение дня она исследовала каждый уголок нашей квартиры, словно пыталась найти свое собственное уютное убежище в этом новом мире. А с приходом ночи она уползала спать в один из уголков, который ей особенно понравился. Итак, началась наша удивительная история восстановления и надежды. Малышка преодолела трудности и вернула нам веру в чудеса. Она стала живым свидетельством того, как сила воли и забота могут изменить судьбу. Если вы хотите следить за дальнейшими приключениями этой маленькой черепашки, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк. Присоединившись к нам, и вы сами станете частью этой вдохновляющей истории. Благодарим вас за вашу поддержку и ждем вас снова на нашем канале.